привет! Я нахожусь в Индонезии на острове Ява, и здесь я буду проводить свой отпуск. Я в Индонезии впервые, в принципе в Азии, и в целом это мое путешествие двухнедельное будет проходить по острову Ява. Прилетела я в международный аэропорт Джакарты, и у нас был один день, чтобы погулять по городу, прежде чем мы отправимся в город Джокьякарта, который находится в центре острова Ява. И мы пошли прогуляться в ближайший парк, называется Таман Лапунган Бантен. Вот здесь везде мы можем видеть цветы вот эти вот. Это продается. А здесь продаются черепахи. Сразу скажу, в Джакарте довольно опасное движение, как, например, на этом перекрестке. Светофор не работает, водители перед пешеходным переходом не останавливаются. Для того, чтобы перейти, нужно выбирать момент, долго ждать и, переходя, интенсивно махать руками, сигнализируя водителям о том, что ты идешь. Oh, tadi kita lawan arah kayak dari tadi ya, Prambanan ke sana kan kita. Ini kan Prambanan kan? Oh, tapi kan candi itu sebenarnya makam. Oh gitu. Iya. Jadi kalau apa nih? Kaca pencet mau ke kanan gitu nggak bisa. Ini itu kan pakai mobil orang, jadi harus diputerin dulu. Tadi gua harus lihat pencetnya di mana, jangan sampai lu pulangin. Ada keman, karena nggak pasang. Мы приехали, называется вот локация в Джокьякарте. Это популярное туристическое место. Ini gini seneng dia, dingin itu seneng dia. Ini bangunnya bangunan musim bangunan. Dulu dipakai buat pemerintahan apa pak? Kantor pemerintahan. На каждом шагу есть такие парковочки для мотобайков. Зеленые. Budak kan? Budaknya. Oh iya. Iya sih. Ya, maksudnya memang itu buat ininya, buat. Приехали в парк Улан-Улан, потом скажу. Приехали в парк. Значит, в чем фишка? Это квадратная территория, стоят два дерева. В общем, нужно закрытыми глазами отсюда, куда я стою, пройти по коридору между вот этими двумя деревьями. Кто прошел, тот молодец. Itu. Yang anu itu.
представление идет. Куча народу. В общем, народу много, народ развлекается. Молодежь сидит прямо на земле, слушает это выступление этого суперзнаменитого артиста. А это любимое, снять тапочки и залезть с ногами. Все ходят с тапочками, и все их снимают при всяком удобном случае, как только садятся на какую-то поверхность. О, первый велосипедист. Страна готовится к саммиту Большой Двадцатки, и повсюду эти объявления. Friend the book. What? Benteng friend the gimana ngomongnya? Friend the book. Friend the book. Friend the book. Friend the book. Oh, what is it? Friend the book is okay. Friend the book. Yeah, I saw. But what is it? It's like castle or park? Apa sih benteng sih? Castle juga sih ya benteng ya. Benteng itu. Benteng itu ini apa? The gate. Oh iya, gate. Gate? Итак, это ворота в Редебург. Или как-то так. С акцентом на индонезийском. Ну, видимо, закрыто. Тихая улочка. И машины здесь практически не ездят. Место, где я сейчас нахожусь, это на окраине Джокьякарты. И, насколько я поняла, это считается достаточно таким, ну, не то что престижным местом, но, по крайней мере, недвижимость, как говорят, здесь достаточно дорогая. И здесь очень... Посмотрите, какие дороги. В основном бетонные плиты. И на самом деле преимущественно практически везде, где мы ездим, именно вот такая дорога. Не знаю, насколько она хороша, долговечна. Смотрите, деревья есть как высаженные вот здесь. Хотя, конечно, интересно посмотреть, как оно функционирует. В земле. Хотя немного места для корней. Вот. Также есть в лотках, в катках. И многие на самом деле практикуют цветы. Вот не как у нас клумбы перед домами, а именно в горшках выставляют деревья и цветы, чтобы можно было их как-то потом переставить, поменять внешность. Практически у всех домов в Индонезии черепичная крыша. Такая красная, побуревшая уже со временем. Очень много каскадных крыш. Как сейчас перед нами. Здесь такими уровнями все сделано. Такая крышечка уличная. На меня, наверное, сейчас все будут смотреть, потому что все равно белых людей здесь немного. Привлекает внимание, но не особо. Как-то там пристают, летают. Это улица, по которой располагается гостевой дом. Вот сам гостевой дом. Очень уютное местечко, прям, если кто-то будет. Очень даже рекомендую. Во всех домах в Индонезии, даже в частных, очень высокие потолки, под 4 метра. При этом обстановка внутренняя в основном минималистичная, стены покрашены просто в белый цвет, а на полу, как правило, плитка.
Терраса, пожалуй, главное и любимое место в доме, и есть у всех и каждого. Не знаю, с чем это связано, возможно, потому что большинство индонезийцев курят. И, конечно, на террасе приятно вечерами посидеть, отдохнуть, попить кофе и так далее. Здесь растет какой-то непонятный фрукт, который называется джамбу айр. Итак, мы собираемся отправиться в горы на несколько дней с нашими друзьями. Мы арендовали машину для этих целей. Сейчас приехали на улицу, на которой находится дом наших друзей, ожидаем их. Здесь, как видите, тоже у всех есть своя терраса и свои цветы в горшках перед домом. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? Приехали на новое место, называется Вандерпарк. И сейчас, значит, все уже заселились и идем на разведку, погулять по территории. Значит, здесь отель, у каждого свой домик отдельный. Вот, ну, условия такие полуспартанские, но нормально, ничего страшного, классно. Куча отдыхающих, тут даже с палатками есть, палаточный городок. Куча каких-то инсталляций для фото, какие-то моменты, фотозоны. В общем, сейчас идем проверять, что к чему. Гуляем по территории Вандерпарка. Здесь до сих пор какая-то тусовка. Правительственная организация гуляет на полную катушечку. Вот это игра у них с этой песенкой. Какая-то огроменная качели. Сегодня не упала. Бассейн есть. Сейчас с утра его убирают. Подготавливают. Oke. Ini sikutnya naik. Nah, ya oke. Ya, more better. Jadi kan, wah, ya, ke kanan.
It's yellow. Iya. Oh, congratulations. Dekat sana. Приехали в парк, где видать обезьяны настоящие самые. И сейчас мы пойдем по вот этой лестнице. Вот там видите, там сейчас стекло. Вот. И мы уже видели кучу обезьян даже на подходе. По идее, тут еще должно быть еще больше. Сейчас посмотрим. With itself. Ini kira-kira berapa? Seuran itu kan. Gimana? Gimana ikut diajak nggak tahu bisa. Пришли почти вниз, а здесь бассейн, домики какие-то. Зато нет обезьян, непонятно. Одну видели только обезьянку, престарелую. And you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew, and where you gonna go and where you gonna sleep tonight. Зашли в лавопарке. Ну, вперед. Ух ты! Вон они, полетели. Go. Gantian sana. Запашок тут стоит, честно говоря, отвратный. Вот нам нарезают этот дуриан. Дуриан. И там что-то непонятное внутри.